Всех приветствую, друзья мои. Я пришел в рыбный ресторан. Так захотелось сырой рыбы, сашими, морепродуктов. Конечно, когда что-то хочется, нельзя отказывать себе в удовольствии. Просто ни в коем случае нельзя. Так, что у нас тут имеется? Это это что? Это тофу? Это яйца. Это омлет. Нежнейший омлет. Классно. С кунжутным маслом и с кунжутными семечками. Так, это у нас ледяной получается, этот холодный супчик с морской капустой. Ну, это просто не супчик, это, знаете, типа водичка с уксусом. Морской капустой. Так, это у нас сашими. Что-то вкусное, но я могу ошибиться, из чего это сделано. С капустой, с зелени. По-моему, угорь. Здесь чеснок, перчик. Здесь имбирь, маринованный чеснок. Ну, это чтобы рецепты обновлять. Здесь традиционный что-то салатик с кукурузой. Все вкусно. Морковочка. Ну и там стручковая фасоль. Жесткая. Так, ну ждем, пока нарежут. Я заказал, кстати, дорогую штуку я заказал, ассорти. Ассорти получается там из здоровая такая ракушка, по-моему, абалон, что-то еще. Ну, должно красиво быть там. Сейчас принесут. Да. О, бабуля, блядь. Столкнула камеру. Вау, смотрите, какая красота просто. Вы видите, да, наверное? Вау, мощно. Гребешок.
вы меня простите за то, что я веду двойную игру. И на телефон снимаю на камеру. Блин, гребешок, кстати. Гребешок вообще топ. Это вот как раз вот из этой большой ракушки, да, я так понимаю, вот этот гребешок. Вообще топчик просто, нереальный какой-то. И, конечно, сырое. Сырое все вкуснее. Намного сырое, все вкуснее. А баллон. Это просто вот отрыв башки. Это тоже какая-то прикольная штука. Это вот эта штука. Осьминог. Осьминог у нас еще живой. Кстати, долго остается живой. Ну, классный сет. Вообще отличный. Просто шикарнейший. Шикарнейший сет. Все живое. Ну що, і мені 반찬 넣어주세요. 감사합니다. То я не наелся нифига. Это, конечно, все вкусно, но как бы этим не наешься. Да. Ваше здоровье. Блин, бомба. Можно, конечно, можно это все купить на рынке, на рыбном. Дома это все разделать, разрезать. Но на самом деле это тоже выйдет недешево. Я предположу, что будет, допустим, на
ну, в половину максимум, может быть, процентов на 30 дешевле рынки на рыбном, потому что эта вся штука дорогая. Как ни крути, вся эта штука дорогая. Свежие все в аквариумах стоят, свежайшие морепродукты. Тут же берут их, вылавливают, режут. Чтобы освежить рецепторы, берем кусочек имбиря. Так, раз. Полностью рецепторы освежены. Теперь чистый вкус, допустим, морской огурец, трипанк. Просто кунжутное масло, соль. Очень полезная штука. Вообще вот такую штуку, да. Даже на компанию, наверное, нормально будет, в принципе. Я в одного пришел, заказал. Он еще на меня смотрит, мужик. Типа, ты точно это хочешь? Я говорю, да. Ну, очень много, до сих пор много сил. Они прилипают к тарелке. А это что такое? Фунчоза? Стеклянная лапша просто. Вот гребешок. Гребешок это прям уровень, ну, божественный. Вот эта штука по вкусу, честно говоря, ну не прям вау. Ну, тоже очень полезно. Такой морской вкус и вкус какой-то железа, что ли. Вся морская штука, да. Все морские эти гады нереально полезные. Ну и ценность их, конечно, когда они свежие, безусловно. То есть, если они после заморозки, да, то это, ну, ни в коем случае не надо их есть сырыми. Только варить. Там супы куда-то, какие-то вот в рагу, тушеные блюда. Это нормально. Вот. Сырыми только свежайшие продукты ешьте. Мені Кирим Чокомондо. 감사합니다.
что могу сказать? Вот именно по вкусу, допустим, то, что самое вкусное, к примеру, вот эта ракушка, абаон, по-нашему, да? По-корейски она называется чонбок, чонбок. Вот это именно про текстура. Вот текстура просто с ног сшибательная. То есть это не какая-то резина, знаете, это вот что-то, то есть когда я жую, допустим, чонбок, абаон, он до сих пор еще как будто живой. Вот чувствуется какая-то, знаете, какая-то премиальность, какая-то богатость этого продукта. То есть вот вы кладете кусочек вот так в рот, начинаете жевать, и вы чувствуете, что это дорого. Вот серьезно. Я не могу сказать, что это по вкусу, то есть морская вся вот эта живность, ну, нет у нее ярко выраженного вкуса. Я всегда повторяюсь, что морские продукты живые, это больше про текстуру, про то, как оно у вас на зубах хрустит, жуется, как вот на язык ложится. Вот из этого разряда. И еще раз повторюсь, что для мужика, именно для мужика, вот эта морская вся тема номер один просто. Женщины, кормите своих мужиков морепродуктами обязательно. Вы сразу поймете, почему. В первую же ночь вы поймете, почему нужно мужиков кормить морепродуктами свежими. Шикарно. Я кайфанул. Хоть я и отдал, говорю, я отдал за это $50. Я ничуть об этом не пожалею, потому что я кайфанул. Осьминог цепляется к щеке. Я полью его маслом. Абалон, конечно, абалон я бы поставил все-таки из всего вот этого, то, что было, все-таки абалон, чонбок, я поставил бы на первое место. Вот, кстати, морской этот гребешок я бы поставил на второе место. И именно по вкусу я говорю. Осьминога я бы поставил на третье место. Кстати, здесь еще этот угорь. Очень вкусный. Угорь и осьминог на третье место. Получается, четвертое место у нас занимает морской огурец, трепанг. Ну, тоже прикольный он. Он такой вообще нейтральный морской вкус. Вот эта оранжевая штука, не знаю, как называется. И она вот такая именно по вкусу. Она такая самая на последнем месте. Хотя я много раз слышал, что это
Очень полезно. Можно, кстати, уже лист салата съесть. Блин, вот осьминог до сих пор присасывается к тарелке. Он же полил его маслом, но я не могу некоторые его части отцепить от тарелки. Капец. В чем, кстати, в чем прелесть соджу корейской? Еще раз, может, повторюсь. Для новичков. Пока ты кушаешь 16 градусов, конкретно я предпочитаю, с нулевым сахаром, джинро, пока ты кушаешь, она вроде, алкоголь дает в голову. Но это эффект такой кратковременный получается. Ты встаешь из-за стола, выходишь на улицу, и все, и ты уже отрезвел. Вот в этом, я считаю, огромный плюс и огромное преимущество перед, допустим, нашей вот русской водкой, да, и так далее. Если ты пьешь, ты уже становишься, вот, давайте будем говорить честно, ты пьешь если русскую водку, ты уже становишься пьяным, неадекватным. Все, то есть адекватно не соображающим, да? Если же ты пьешь соджу, ты немного пьяный, когда ты ее пьешь. Это только, допустим, одна бутылка, примерно. 0,36. Вот, я говорю, потом я вот сейчас встану, закончу трапезу, встану, сяду на велосипед, поеду домой, допустим. Все, я уже трезвый. Полностью. Но за автомобиль, конечно же, даже после одной бутылки садиться нельзя категорически. Шикарно. Я хотел вроде поесть рыбу, но в итоге решил взять вот ассорти. Ничего не пожалел. Всем спасибо, что смотрите меня. Мы уже приближаемся к 5000. Может быть, когда выйдет уже это видео, у нас будет уже 5000. Я каждого персонально благодарю. Серьезно. Это огромная поддержка. Просто мне безумно приятны ваши комментарии. То, что вы мне пишете, это просто порой у меня комок в горле. Я начинаю даже немного где-то, может быть, давать слабину, где-то у меня слеза даже просачивается. То есть настолько это трогательно, настолько вот я чувствую вашу поддержку. Вы все красавчики. То есть изначально мне говорили, да что ты там хуйню всякую снимаешь, там что-то зачем тупо жрать на камеру.
Ну, я очень часто это слышал изначально. Но по итогу, как бы, ну, народ смотрит. Много, конечно, много смотрит меня без подписки. Поэтому я хочу призвать вас, чтобы вы на меня подписались все-таки. Не просто смотрели, но чтобы вы на меня подписались, потому что, конечно, это помогает мне как росту моего имени, моего там бренда, моего канала и так далее, чтобы вы не просто так смотрели, а чтобы вы были моим подписчиком. На меня, кстати, начали подписываться. У меня есть категория такая, как называется, типа супер подписчики. То есть вы платите там какую-то сумму, ну, что-то там незначительную какую-то, по-моему. Слушайте, я в этом еще просто не сильно понимаю, поэтому у меня сейчас, по-моему, стоит минимальная сумма, по-моему, 8 тысяч вон, что ли, в месяц. Ну, это в рублях. Сколько получается? Примерно даже 500 рублей, нет, где-то 400 рублей в месяц, что ли. Но я еще, ну, там вы получаете дополнительные какие-то этот значок, во-первых, типа этого моего спонсора называется. Во-вторых, что-то получаете какие-то эмодзи, стикеры. Что я думаю, я разберусь в дальнейшем. Какие-то получаете, короче, как привилегии. Но как только у вас соберется, там, не знаю, сколько там, сейчас только у меня два человека, по-моему, спонсоров. Как только у вас соберется, не знаю, там 5-10 человек, надо будет что-то придумывать конкретно для спонсоров, чтобы они быстрее могли получать доступ к моим видео, может быть, какие-то стикеры, какие-то привилегированные. То есть нужно будет подумать мне именно над этими моментами, какие бонусы, то есть за что человек платит, да? Вот. Поэтому, ну, в любом случае, я вас безумно всех благодарю. Вы лучшие. Спасибо, что были со мной. С вами Злой Кинг Леон. Кстати, для корейцев специально я изменил, да, немного имя мое на канале, по-моему. Я написал по-корейски Lion, но это реально мое имя. Lion. И Злой Кинг Леон. То есть я понял, что в поиске корейцам очень сложно найти вообще меня в Ютубе. Поэтому, ну, теперь Lion, я думаю, Lion будем чаще использовать. Просто Lion. Это реально мое имя. Добро пожаловать на мой канал. Пока-пока.